Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Мы с вами продолжаем марафон похудения. Наконец-то кухня моя готова, поэтому сегодня меню на день. День у нас номер 5, который будет завтра, чтобы вы смогли просмотреть, купить какие-то ингредиенты, если вдруг чего-то не достает. Итак, начинаем готовить. Готовить, конечно же, начинаем с завтрака. Приготовим вкусную простую овсянку. Еще немного поменяла рецепт, получается очень вкусно. Я уверена, вы в него влюбитесь. Начинаем. Сковороду я включила сейчас на минимальный огонь. Отправляю туда ягоды. У меня 50 граммов замороженной вишни без косточки и 50 граммов малины. Добавляю 250 миллилитров обычной воды и еще столовую ложку кокосовой стружки. Просто попробуйте, это очень вкусно. Теперь я включаю плиту на максимальный режим. Накрываю крышкой. Это нужно просто для того, чтобы ягоды разморозились и наш ягодный соус закипел. Закипело. Снимаю крышку, перемешиваю для того, чтобы кокосовая стружка, все было равномерно. Ягодки еще не разморозились, поэтому буквально на минутку оставляю все под крышкой на самом большом огне. Минута прошла. Все замечательно кипит. Аромат просто невероятный. Добавляем туда овсяные хлопья, это хлопья Геркулес, которые требуют варки. Все это хорошенько перемешиваем, накрываем крышкой, и теперь необходимо готовить нашу невероятно вкусную ягодную кашу на среднем огне 10-15 минут до готовности. Наша красивая, яркая, ягодная овсянка готова. Давайте отправим всю порцию на тарелку. Как вы видите, готовится очень просто, а получается очень вкусно. Я даже думаю, что те, кто не особо любит овсяную кашу, изменят свое мнение. Кашу я заправляю ложечкой меда. Приятного аппетита! Вес порции каши без учета веса тарелки 340 граммов. Завтрак мы с вами приготовили, согласитесь, быстро, просто вкусно и полезно. Теперь мы с вами приготовим обед. На обед у нас щи с квашеной капустой. Это очень вкусно. Замечательный вариант зимне-осеннего блюда. Начинаем готовить, как всегда, все быстро, просто. И мы с вами опять готовим в одной кастрюле. Лишнюю посуду не пачкаем. Начинаем! У меня в кастрюле разогревается 2 столовые ложки растительного масла. Ну а я тем временем нарезаю, как обычно, свой любимый лук. Лук я режу мелким кубиком. В кастрюлю с разогретым маслом отправляю лук. Еще я взяла 2 симпатичные морковки. Сначала разрезаю пополам, потом режу на вот такие полосочки. Затем нарезаю соломкой. Соединяю морковку с луком. И сейчас все перемешаю для того, чтобы овощи не подгорели. Еще у меня есть 2 отличных, красивых, спелых, сладких осенних перца. Я их нарезаю сначала соломкой, а затем мелким кубиком. Отправляем кубики перчика к луку и морковке. И еще разочек перемешиваем. Вот такая интересная квашеная капуста продается у нас здесь в Сербии. Она продается целым вилком в вакуумной упаковке, потому что мы все привыкли покупать, если в магазине, квашеную капусту в ведерке, либо весом на рынке, а здесь прям целый вилочек. Именно с ним мы сегодня и сварим наши вкусные осенние щи. Капусту я взвесила. Ее у меня оказывается 700 кг. Для кислых щей этого много, поэтому я одну половину убираю, а из другой мы с вами будем готовить наш обед. У капусты я, конечно же, убрала кочерышку. Ну а теперь нарезаю ее вот такими секторами. Каждый сектор буду нарезать мелко. Ну а вы нарезаете капустку на свой вкус. Всю капустку отправляем в кастрюлю. Нам ее нужно будет тоже немного пассеровать. Еще раз перемешиваю и ждем, пока капуста немножечко поджарится. Капустка поджарилась, самое время добавить перчик. Еще у меня есть столовая ложка томатной пасты. На самом деле больше не нужно, потому что все-таки главную скрипку играет квашеная капуста. Теперь я все перемешиваю. Добавляю стакан воды 200-300 мл. Накрываю крышкой и оставляю томиться на 10 минут на среднем огне. 10 минут прошло. Наша капуста выглядит просто замечательно. Добавляю чайную ложку сахара для того, чтобы сбалансировать вкус. Вы добавляете сахар по вкусу.
Еще у меня есть полкило заранее отваренной и замороженной фасоли. В принципе, она у меня уже почти разморозилась. Если у вас есть сухие, свежие или замороженные грибы, вы можете добавить их. Теперь нам остается просто добавить необходимое количество воды для того, чтобы кастрюлька была полная. Накрываю крышкой, увеличиваю огонь до самого большого для того, чтобы наши кислые щи закипели. И после закипания готовлю на среднем огне до готовности. Обращаю ваше внимание, сейчас в щи я соль не добавляла, потому что капуста кислая, и нужно ли добавить соль, мы узнаем, когда наши щи будут готовы, поэтому не торопитесь солить, чтобы не пересолить. Итак, ждем, пока наш суп будет готов. Прошло около 15 минут, наш суп готов. Запах, аромат просто невероятный. Обожающие с кислой капустой, обязательно их готовьте, потому что это блюдо простое, вкусное, отлично подходит для людей, которые снижают свой вес, ну и просто любят вкусно поесть. Таким щам замечательно подходит сметана. Я использую сметану 20% жирности. Ну а теперь давайте узнаем, сколько весит моя порция. Вес моей порции щей из квашеной капусты со сметаной 470 граммов. Обед мы с вами приготовили, осталось дело за ужином. Все будет отлично, вот такая курочка-красавица у меня сегодня есть, и это значит, что мы с вами ее сегодня однозначно приготовим. Будем готовить в духовке, рецепт простейший, вкуснейший, и обязательно курицу просто нужно есть с яблоками, потому что это очень вкусно. Начинаем! Курица у меня супер, более 2 килограмм. Сейчас мы приготовим самый простейший маринад для нее. Я использую смесь перцев из мельнички, солю и еще добавляю сахар. Попробуйте добавить сахар, это помогает сбалансировать вкус. Получается намного вкуснее, чем без сахара. Теперь наша задача сделать втирание всего того, что мы к курочке добавили, чтобы она хорошенько впитала в себя вкусы и ароматы. Внутри тоже не стесняемся, все обрабатываем. Теперь ее переворачиваем. Как вы видите, я сразу курицу мариную в посуде, в которой я ее буду запекать, для того, чтобы не перекладывать туда-сюда, мыть лишнюю посуду. Это совсем нам не нужно. Мы лучше займемся чем-нибудь более интересным. Теперь, конечно же, опять повторяем, в принципе, все то же самое. Соль, сахар, перец. Промазываем ей подмышками, наверное. Отлично выглядит наша курочка. Она уже готова отправиться в духовку. Еще у меня в курочке был жир. Я его меленько порубила и добавляю его прямо в форму для запекания, для того, чтобы ничего не пригорело. Если вдруг у вас курочка идет без жирка в комплекте, не расстраивайтесь, просто смажьте форму растительным или сливочным маслом. Наша курочка готова, отправляем ее в духовку, разогретую до 180 градусов. Курица наша с яблоками, поэтому пока она там отдыхает и загорает в духовке, я с помощью яблокорезки нарезаю яблоки на дольки, потому что сейчас готовить курицу с яблоками самое время. Осень, яблоки сладкие, невероятно ароматные, то, что нужно для отличного осеннего ужина. Яблок у меня килограмм, вы можете брать яблок столько, сколько нравится вам, либо использовать, допустим, груши. Тут дело вкуса. Полчаса прошло, я теперь достаю курицу из духовки и ставлю ее на доску. Пришло время добавить к нашей курочке яблоки, которые ждали своего звездного часа. И вот он наступил. Яблоки я лимонным соком не обрабатывала, они пожелтели, но когда они приготовятся, этого заметно не будет, поэтому не стоит тратить на это время как-то и силы. Обкладываем курочку яблоками. Для того, чтобы курица равномерно приготовилась и не подгорела, добавляю стакан воды. Еще небольшой лайфхак: для того, чтобы яблоки были слаще и вкус чувствовался ярче, яблоки немного присаливаем. Теперь я беру кисточку и вот этой жидкостью из курицы, естественно, ее смазываю, для того, чтобы у нее была красивая глянцевая шкурка. И отправляю обратно в духовку, разогретую до 180 градусов. Ужин почти готов, а это значит, что у нас есть с вами время приготовить вкусный, простой и, конечно же, полезный овощной салат. Так что давайте скорее это и сделаем. Для салата я беру морковку и натираю ее на мелкой терке. У меня получилось 7 средненьких морковок общим весом 600 граммов.
С морковью я закончила, принимаюсь за огурцы. 5 штучек у меня вышло на 600 граммов. Нарезаю огурцы на четвертинки и затем на тонкие-тонкие пластиночки. Огурчики я нарезала и соединяю их с натертой морковкой. Еще сегодня я добавляю кукурузу, а не горошек. Вы можете использовать горошек, либо кукурузу, а может быть даже добавите все вместе. Присаливаю, это делается по вкусу. Здесь у меня чайная ложка острой горчицы. Отправляем ее тоже в салат. Добавляю половину столовой ложки бальзамического уксуса. И еще я добавляю 2 столовые ложки растительного масла. У меня сегодня оливковое. Остается все это перемешать. Обожаю запах огурчиков. Они очень вкусно пахнут. Это просто супер. И морковка сладенькая. Благодаря тому, что мы добавили с вами и горчицу, и бальзамический уксус, эта сладость и пряный вкус приправ будут отлично сочетаться. И мы с вами получим вкусный, простой и быстрый и полезный салат прямо к ужину. Теперь накладываем морковку на тарелку, ну, естественно, вместе с огурчиком, для того, чтобы узнать, какой вес порции сегодня у меня будет салата. Видите, его достаточно много, но вес еще небольшой, всего 254 грамма. Почему? Потому что морковка пышная, и кажется, что здесь очень много салата, а на самом деле его совсем немного. Моя порция будет где-то 360 граммов, может быть, добавлю еще ложечку. Курочка наша готова. Прошло час 40 минут. За это время курица просто замечательно приготовилась. Она нежная, сочная, при этом у нее румяная корочка. И яблоки наши с вами тоже готовы. Давайте скорее отрезать кусочек. Кусочек грудки отправляю на тарелку, а замечательным вкуснейшим гарниром к курице у меня обязательно выступают яблоки, потому что раньше я добавляла отварной рис, макароны, булгур, в общем, что-то обязательно было у меня на гарнир, но последнее время я люблю яблоки больше всего, поэтому на гарнир их добавляю побольше, ну и как вы видели, формы для запекания я их добавляю тоже очень много. Это моя любовь. Вес моего ужина: куриной грудки, запеченной в духовке вместе с яблоками, 293 грамма. Приятного аппетита! Вы просто не представляете, как я сегодня рада и счастлива поделиться с вами меню на день. Тем более это меню для марафона. Искренне надеюсь, что рецепты вам понравились, вы их обязательно приготовите, и, конечно же, это поможет именно вашему процессу снижения веса. Кухня работает, сегодня первый раз приготовила курицу в этой духовке, так что впереди нас ждет много всего нового интересного, потому что вдохновение бьет из меня просто фонтаном, я думаю, вы это заметили. Если видео вам понравилось, вдохновило вас, возможно, подключиться к марафону, оцените нашу работу, потому что мы сегодня реально на кухне с удовольствием провели целый день, работали в поте лица, и это просто прекрасно. Я так поэтому соскучилась. В общем, если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Обязательно напишите ваше мнение, ваш отзыв в комментариях. Это очень важно, очень приятно для меня. Всегда заряжает меня еще большим позитивом и дает мне, конечно же, силы для работы. И, кстати, периодически вы делитесь классными рецептами, и это тоже очень сильно помогает мне вкусно питаться и снимать вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, берегите себя. Ну и, конечно, участвуйте в марафоне.